Египте трагическое крушение поезда, десятки пострадавших, в России и Грузии полыхают разрушительные пожары, а в Индии и Китае экстремальные ливни превращают улицы в реки. Это горизонт событий, хроника катастроф, которые сотрясают мир прямо сейчас. Приветствую вас, друзья! В субботу в провинции Матрух на северо-западе Египта произошло крушение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Марса-Матрух-Каир. Инцидент произошел между станциями Фука и Джалал, недалеко от города Эд-Дабаа, примерно в 200 километров от Александрии. Пассажирский поезд номер 1935, управляемый государственной компанией Egyptian National Railways, потерпел крушение. 7 вагонов сошли с рельсов, 2 из них опрокинулись. По предварительным данным, причиной стало столкновение с погрузчиком, находившимся на путях в районе Завият-аль-Авама. Вагоны получили серьезные повреждения, десятки пассажиров оказались заблокированы внутри. На место оперативно прибыли спасательные команды, пожарные и военные. С помощью кранов и тяжелой техники спасатели освободили пострадавших. По данным Министерства здравоохранения Египта, в результате аварии погибли 3 человека, еще 94 пострадали, из которых 87 уже получили лечение и были выписаны. 5 человек находятся в тяжелом состоянии с переломами, порезами и сотрясениями. Для оказания помощи было задействовано до 39 машин скорой помощи, больницы Дабаа и Рас-аль-Хекма переведены в режим чрезвычайного положения. Прокуратура начала расследование причин инцидента, власти пообещали компенсации пострадавшим и семьям погибших. Утром 30 августа в тракторозаводском районе Волгограда вспыхнул масштабный пожар на вещевом рынке «Национальный». По словам очевидцев и продавцов, огонь вспыхнул в одном из ларьков из-за замыкания проводки. Пламя быстро перекинулось на крышу, а затем на соседние павильоны и даже на примыкающий магазин низких цен «Светофор». Густой черный столб дыма был виден не только в Волгограде, но и в соседнем Волжском, Заволжье и Красноармейском районе, на расстоянии до 20-30 километров. Продавцы в панике пытались спасти товар, вынося мешки и коробки. Тушение осложнялось плотной застройкой, высокой пожарной нагрузкой и близостью АЗС. К 11 часам 47 минутам пожар был локализован на площади 3200 квадратных метров, открытое горение ликвидировано в 17 часов 26 минут, а полная ликвидация пожара произошла в 21 час 54 минуты. На месте работали более 100 специалистов МЧС. По данным МЧС, с территории рынка были эвакуированы 600 человек. 6 были спасены из зоны огня. Медики оказали помощь 14 гражданам, у большинства диагностирована острая реакция на стресс. 2 человека госпитализированы в областную клиническую больницу номер 1. Прокуратура тракторозаводского района начала проверку. Точные причины пожара установят эксперты испытательной пожарной лаборатории. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Гайском муниципальном округе Оренбургской области успешно потушен ландшафтный пожар, охвативший 600 гектаров сухой травы. Пожар начался поздним вечером 29 августа в степной зоне близ Иреклинского водохранилища. По свидетельствам очевидцев, пламя быстро распространилось по сухой траве, создав серьезную угрозу для близлежащих населенных пунктов и автодорог. К тушению были привлечены силы Главного управления МЧС России по Оренбургской области. В операции участвовали 20 пожарных и спасателей, а также 11 единиц специальной техники. Благодаря оперативным действиям огонь удалось взять под контроль и полностью погасить уже к утру 30 августа. На данный момент ситуация находится под контролем, и риска повторного возгорания нет. Причины возгорания пока не установлены. По предварительным данным, это мог быть как естественный фактор,
такой как сухая погода и ветер, или человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. Расследование ведут сотрудники МЧС и правоохранительных органов. На центральной набережной Алушты частично обрушился морской причал, признанный аварийным. Обрушение произошло рано утром. По данным главы администрации города, причал не выдержал воздействия шторма, и середина конструкции обвалилась в воду. Общая длина обрушившегося участка составила около 20 метров. Причал принадлежит Ялтинскому морскому порту и давно находился в аварийном состоянии. Доступ к нему был ограничен ограждениями и предупреждающими знаками, однако некоторые отдыхающие и местные жители, включая рыбаков, игнорировали запреты. В момент обрушения 4 мужчин оказались отрезаны от берега и не могли самостоятельно вернуться. Спасательная операция была проведена оперативно. На место прибыли сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крымспас» и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Рыбаков эвакуировали в безопасное место, и никто из них не нуждался в медицинской помощи, хотя, по словам очевидцев, все были сильно испуганы. После инцидента проход к обрушившемуся участку был полностью закрыт, и до проведения ремонтных работ набережная в этой зоне остается недоступной для посетителей. В субботу в Ростовской области вспыхнули 3 крупных ландшафтных пожара в Аксайском районе, Ростове-на-Дону и Неклиновском районе, охватив в общей сложности более 6000 квадратных метров сухой травы и камышей. Огонь, подпитываемый сильным ветром и жарой, угрожал жилым домам и туристическим объектам, но благодаря оперативным действиям МЧС, волонтеров и авиации удалось избежать жертв. В Аксайском районе огонь приблизился к жилым домам, создав угрозу для местных жителей. Администрация района сообщила, что к тушению привлекли 40 человек, включая 4 пожарных расчета. К полудню пожар локализовали, а к вечеру ликвидировали открытое горение. Жилые дома удалось защитить, и ущерб ограничился выгоревшей растительностью. В хуторе Мержаново, в Неклиновском районе, на берегу Таганрогского залива, пожар охватил 1500 квадратных метров сухой травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на частное строение, повредив 2 жилых дома, хозяйственную постройку и 2 автомобиля. Также серьезно пострадал маяк Мержаново, популярная туристическая достопримечательность, известная как декорация к сериалу «Смотритель маяка». Всего в тушении участвовали 30 специалистов и 11 единиц техники. К вечеру пожар был полностью ликвидирован. Прокуратура начала проверку для выяснения причин пожаров, среди которых рассматривается как человеческий фактор, так и природные условия. Бассейн реки Янцзы в центральном и восточном Китае пострадал от мощных гроз и ливней. Грозы охватили провинции Аньхой, Хубэй, Цзинцу и Хунань. В уезде Линби, расположенном в северной части Аньхоя недалеко от реки Хуайхэ, за час осадки достигли 77 мм, что вызвало быстрый подъем уровня местных ручьев и подтопление низин. Потоки воды затопили дороги и сельскохозяйственные поля. Местные власти объявили 3-й уровень чрезвычайной ситуации, направив 200 спасателей и 50 единиц техники для откачки воды и расчистки дорог. Утром 30 августа в муниципалитете Левангер, примерно в 20 километров к северо-востоку от норвежского Тронхейма, произошел крупный оползень, который полностью перекрыл главную автомагистраль И-6 и прилегающую железнодорожную линию. Земля внезапно обрушилась, образовав огромную воронку шириной несколько десятков метров, которая поглотила обе полосы движения, старую дорогу и железнодорожные пути. Часть рельсов оказалась подвешенной в воздухе, одна машина ушла под воду. Инцидент привел к исчезновению одного человека, датского рабочего, проводившего ремонтные работы на железной дороге. Полиция перешла от поисково-спасательной операции к поиску тела, так как вероятность найти его живым нулевая.
Еще один человек, водитель автомобиля, ушедшего в воду, жив, он выбрался самостоятельно из автомобиля и доставлен в больницу. Из-за риска дальнейших обрушений эвакуированы 2 дома у озера Несватнет. Жители Нефтеюганска и окрестностей вчера стали свидетелями водяного смерча, образовавшегося над рекой Обь. Сообщается, что вихрь был виден в течение нескольких минут, после чего он рассеялся, не причинив ущерба. По словам синоптиков, водяной смерч образовался из-за комбинации факторов: высокой влажности воздуха, контраста температур между теплой водой Оби и более прохладным воздухом над рекой, а также прохода атмосферного фронта с грозами и порывистым ветром до 10-15 метров в секунду. В конце августа в регионе наблюдается нестабильная погода, что способствует таким явлениям. В коммуне Ле-Шапель-сюр-Авейрон во французском департаменте Луара образовался торнадо, вызвавший локальные разрушения. Это один из 2 подтвержденных торнадо в регионе за день, спровоцированных сильными грозами. По данным метеорологов, явление длилось не более 1-2 минут, но достигло земли, вызвав вихрь с ветром скоростью до 100-150 км в час. Вихрь прошел по жилому району, повредив крыши нескольких домов, и быстро рассеялся. Крупный пожар произошел на рыбоперерабатывающем заводе в Долинском районе Сахалинской области. По предварительной информации, возгорание началось в одном из производственных строений предприятия, расположенного на улице Заводской. Очевидцы сообщают, что открытое пламя быстро охватило кровлю здания. Над территорией завода и близлежащими участками села поднимались высокие столбы черного дыма, которые были заметны еще на подъезде к населенному пункту. На место происшествия незамедлительно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений. Силами пожарных велась работа по локализации огня и недопущению его распространения на соседние объекты инфраструктуры. В настоящее время обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Предварительные версии случившегося, а также оценка нанесенного ущерба будут известны после проведения всех необходимых экспертиз и осмотра места пожара. Информация о возможных пострадавших уточняется. В округе Удхампур индийского штата Джамму и Кашмир паводок, вызванный беспрецедентными ливнями, привел к обрушению нескольких мостов и разрушению инфраструктуры. За 24 часа в районе выпало 629,4 мм осадков. Это абсолютный рекорд для местной метеостанции, почти вдвое превышающий предыдущий максимум. Экстремальное количество осадков вызвало наводнения, оползни и паводки, унесшие жизни не менее 45 человек по всему региону. Спасательные операции продолжаются, тысячи жителей эвакуированы, ключевые дороги и железные пути заблокированы. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь, индийский метеорологический департамент предупреждает о продолжении дождей в регионе. В субботу на севере Тбилиси вспыхнул лесной пожар, угрожавший распространением в труднодоступной местности. Пожар возник на склоне горы в районе Овчала, жилой и промышленной зоне на северной окраине Тбилиси, недалеко от реки Кура. Огонь охватил лесной массив и сухую растительность. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями направила на место пожарные расчеты, которым пришлось передвигаться пешком из-за сложного рельефа. Для эффективного тушения были задействованы 2 вертолета, оснащенные системами для сброса воды. Авиация позволила локализовать очаги в верхней части склона, где наземные силы не могли оперативно работать. К вечеру пожар был полностью потушен. Для предотвращения повторных возгораний пожарные остались на месте для ночного патрулирования. По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями,
Причиной возгорания, скорее всего, стала сухая погода и высокая температура. Точная причина устанавливается, среди версий присутствует также человеческий фактор. В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей вчера был зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли. Это второй за сутки выброс солнечного вещества в межпланетное пространство, произошедший на фоне быстрого роста солнечной активности последних дней. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые расположены в настоящее время в одном угловом секторе справа от Солнца. Синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня М2,76 с максимумом в 23 часа 2 минуты по московскому времени. По данным космических коронографов, подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли. Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2, G4. Обезьяна в Индии устроила аттракцион невиданной щедрости, но оставила без зарплаты школьного учителя. Как пишут СМИ, педагог снял со счета $960 и положил их в багажник мотоцикла, но не успел уехать, обезьяна выхватила сумку и запрыгнула на дерево. Там она устроила денежный дождь, раскидывая купюры. Люди бросились собирать падающие деньги. В итоге часть суммы хозяину все же удалось вернуть. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.